Здравствуйте, меня зовут Сахар. Сразу к делу. В этот раз я написала картину. Пару эскизов у меня уже было в кармане, поэтому я сразу приступила к работе. Я купила акварельные листы, так как работаю обычно только на них. Акварельные листы остаются сырыми более долгое время, именно поэтому я их и использую. Первое, что я делаю, это паспорту старым дедовским способом. То есть клею малярный скотч по границам всего листа. По привычке подписываю лист в правом верхнем углу. И переношу эскиз сразу на лист. Я понятия не имела, какую картину я нарисую. Это была импровизация. Мне повезло, что у меня было самое-самое-самое необходимое, что может вообще быть. То есть у меня было ограниченное количество кистей, засохшая гуашь. Мольберта у меня нет. Угадайте, где он? Чтобы не засрать обои, а я это делаю постоянно, я взяла пакеты, благо в Киргизии пакеты дают в каждом магазине для всего, разрезала их и наклеила на стену, чтобы даже если я куда-то что-то не так попаду, меня спас этот пакет. И при этом обои не травмировались. То есть я этот пакет вместе с обоями не сняла. Так вот, что же я использовала? Грунт, естественно, во всех своих работах. И гуашь, которую мне подарила моя учитель с художественной школы лет, наверное, 10 назад. И я все никак не могла ее использовать, мне было так жалко ее. Вот и настал тот момент. Я взяла эту краску абсолютно случайно. Мне очень нравится рисуночек, который там нарисован. Я понятия не имею, кто это. Динозаврик? Птенчик? Еще один лайфхак, который я использую, и он может показаться вам мерзким. Теперь вместо салфеточек я использую ежедневные прокладки. Да, но послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Это реально рабочая фигня. Я разрезаю прокладки на 2 или 3 части, и она идеально впитывает влагу, то есть вы не заляпаете стол. Кисть будет всегда чистой. С этого момента я никогда больше не буду использовать салфетку для того, чтобы вытирать свои кисти. Ежедневные прокладки, в принципе, не так дорого стоят, если брать их большой пачкой. Поэтому это огромная экономия. Камон, 1/2 ежедневной прокладки или 10-15 салфеток. Решайте сами. Как всегда, подготавливаю лист к своей работе. Покрываю все тонким слоем грунта. Обычно в работе я так не делаю, но именно с этой картиной я хотела выложиться на всю и использовать то, что я раньше вообще никогда не использовала. Также я буду делать многие детали объемными. Эта картина будет очень интересна для разглядывания вблизи и вдали. А еще она шершавая и объемная. Я наношу на какой-то участок небольшое количество грунта, беру небольшой кусочек какой-нибудь салфеточки, сминаю его, скамкиваю и приклеиваю в это место. Иногда дополнительно наношу грунт сверху. Также я туда добавила перья и всякую приблуду, всякий мусор, бумажки. Рисунок, кстати, постоянно менялся. И верьте ему, скорее всего, в конце он будет выглядеть вообще по-другому. Я точно не была уверена, какой цвет я буду использовать, какая у меня будет палитра. Я импровизировала. А хорошо это или плохо, всем все равно. Я его пыталась затонировать теплыми цветами. Направление кисти для меня было нереально важно. Я хотела, чтобы мазки шли 8 или спиралью, как-то огибали, закручивали персонажа. Обожаю контрасты. Все эти потеки. Это история этой картины, история этой работы. Конечно, в конце, может быть, вы это все и не заметите, но все равно это был важной частью эксперимента. Периодически я теряла тот центр композиции, и мне уже было просто не видно, как выглядит тот персонаж, которого я нарисовала. А тем временем работа становится все подробнее и подробнее. Единственное, что я точно знала, это то, что моя картина будет абстракционной. Я люблю, когда из пустоты, из неизвестности появляется точный, четкий образ. Поэтому моя работа не будет абстракцией. У меня был лишь небольшой эскиз и небольшое понимание того, чего я хочу добиться. И я это сделала. Где-то здесь я поняла, что, скорее всего, руки я пририсовывать не буду. Думала, ладно,
Пускай это будет птичка. Когда день заканчивался, я просто ставила ее в угол и ждала, когда же она высохнет, и поутру сразу же садилась рисовать ее дальше. Теперь, когда большинство работы уже готово, я решила переместиться на пол. У вас же было такое, что вы не можете открыть какую-нибудь баночку краски, и потом стоите с этой краской, суете ее под кипяток, чтобы она размокла, и вы наконец-то смогли ее открыть. Если вы, конечно, знали об этом. Не знали? Ну, вот теперь знайте и об этом способе тоже. В общем, для того, чтобы это все не делать, я беру кусочек какого-нибудь пластика или пакета целлофанового, кладу его на баночку и закрываю сверху крышкой. Кстати, про краску. Помните ту гуашь, которую мне подарила учитель по окончанию художественной школы? Судя по всему, это корейская гуашь. Она была засохшая еще тогда, когда она мне ее отдала. Но лайфхак! Если вы не знаете, что делать с засохшей гуашью или какой-нибудь засохшей краской, добавьте туда кипятка. Подержите ее там часа 3 хотя бы, 2 минимум, наверное. Смотря какая у вас краска. И в принципе она вернется к жизни. Вот я начала потихоньку прорабатывать именно персонажа. Наконец-то я до него дошла. А я так хотела, чтобы работа была максимально простой. Я точно знала, что этот персонаж будет мальчиком, однако кому я не показываю, они все говорят, что это выглядит как девочка. Для меня это мальчик, мне все равно. Это очень природный персонаж. Из него исходит эта энергия, и это видно по мазкам. Буквально выплескиваются из нее и вихрем уходит вдаль, вникая в каждую травинку, каждый цветок, что есть у него на спине, который я потом нарисую. И как же без золота? На самом деле, золото может очень сильно удешевить вашу работу. Но здесь оно прям в тему. По крайней мере, мне так кажется. Этот золотой ремень, эти набрызги, они даже немного в глазах есть. Персонаж моей картины буквально слился с природой, стал частью того, что его окружает. Он становится целым вместе с ней и официально носит куст с цветами у себя на плечах. Тяжело, наверное, ухаживать за собой, когда у тебя за спиной растет куст. Это на плечах дерево с цветами, которые еще надо как-то поливать, которые еще надо как-то подстригать. До волос росла трава, и постоянно там что-то растило. Мне было бы даже весело ее удобрять, хотя я вообще не люблю ухаживать за своими волосами. Я бы ее стригла. Блин, маленькая газонокосилка. Это было бы так мило. Наверное, у него есть 2 пары ушей, или же это был человек. И одни пары ушей у него превратились в ветки, но для того, чтобы он продолжал слышать, они выросли у него на голове. Вот такая вот эволюция. Человекоподобное животное растение. Может быть, он потом возьмет все царства, что есть? Ну, типа добавятся там еще насекомые, грибы, или кто-то насекомых нет? А, не, животные, растения, грибы и бактерии. Где я там насекомых взяла? Это хранитель своей планеты, хранитель своего леса, хранитель своего поля. Где бы он ни находился, у него на бедрах есть своя связка костей. Либо у него был питомец, что очень славно, либо он очень суровый и показывает, к чему может привести неповиновение. Наверное, он скорпион по гороскопу. Рисовать эти кости было, кстати, очень весело. Ну, потому что мне пришлось с ними помучиться. Они очень маленькие, и мне хотелось хотя бы немного дать им парочку деталей, прорисовать глазницы, дырку из-под носа, зубики, костики. Эх, как он красив вблизи. Глаза было очень сложно рисовать. Это буквально пару миллиметров. И я ухитрилась все-таки как-то добавить их туда. Даже прорисовала блики в глазах, хоть я их потом немножко поменяла, но все равно я захотела добавить не менее фантастические растения. Они мне напоминают водоросли. Это земные водоросли. Может быть, это даже не наша планета. Или он находится где-то глубоко под землей, где растут только такие растения. Листики напоминают черемшу, блин. А в Киргизстане продается черемша. Она такая вкусная с омлетом. Я голодная, походу. Набрызгов много не бывает. Я не знаю точно, какие растения я нарисовала сверху. Ну, то есть на кустах, которые он несет. Больше всего в этой работе я замучилась с лапками, потому что я не знала, кто это. Это зайчик, это котик. Я думала нарисовать ему человеческие ножки, или это будет зверь, буренок.
хрен с ним. Мне очень интересно разглядывать эту работу вблизи. Там так много всего. Она такая шершавая. Ее так приятно текстурно трогать. Вот и пришло время снимать паспорту. Небольшие затеки есть. Ну, малярный скотч говно, что я могу сказать? Это не моя проблема. Вот это косяк. И вот это вот косячок. Другой косячок. В общем, я решила это все закрасить. Оранжевый цвет. Изначально он получился слишком ярким, но потом я намешала дополнительно более светлый, практически максимально пастельный оранжевый, который я могла сделать, и покрасила все сверху еще раз. Я не знаю, как я повезу обратно домой эту картину, поэтому хотелось бы ее продать. Но даже если у меня это не получится, картина здоровская. Это именно то, что я себе представляла. Ну, по крайней мере, то, что я хотела сделать. Она такая фэнтезийная, она такая интересная. В ней так много текстур, так много моей души и такая долгая история ее создания. Это, конечно, не месяцы и не годы, но сколько всего я перекрывала, сколько всего я замазывала, сколько всего я исправляла. И где-то тут спрятана моя подпись. Я всегда стараюсь ее прятать, чтобы ее было практически незаметно. Но при хорошем желании можно ее отыскать. Чем дольше я смотрю на эту работу, тем больше мне нравится этот зверенок. Это была хорошая тренировка после долгого застоя. Надеюсь, у меня получится рисовать такие работы больше. И вот.